Один из самых часто задаваемых вопросов, которые я по роду своей деятельности слышу регулярно, какую сталь выбрать на клинке, какую сталь выбрать на том или ином ноже и так далее, и так далее, и так далее. В рамках этого вопроса я точно так же часто, не точно так же, все-таки поменьше, но тоже часто слышу: а какое у тебя отношение к Дамаску? Что ты думаешь про вот это, про вот это, про вот это? Что ты думаешь про Дамаск? Практически всегда я отвечаю примерно следующим образом, что Дамаск и Дамастил, как некий подвид Дамаска, это тот клинковый материал, в котором все-таки некая эстетическая компонента поставлена повыше, чем резательная, и во многом за счет режущей компоненты. И посему именно это для меня отделяет, скажем так, полочный нож от ножа рабочего, а вовсе не стоимость, редкость и так далее, и прочие характеристики, а именно способность и возможность как клинковая, так и эргономическая ножа к работе. В начале года, когда мы общались с компанией Ультратек, я разговаривал с Максимом на тему тестирования, первого тогда еще тестирования Сварна с М390, я спросил, будет ли возможность увидеть разные стали. Мне очень не хочется, скажем так, делать материал, исходя вот один нож, одна сталь, один тест и забыли. Максим сказал, что, естественно, будет. Будет 110-ка, которая уже была, будет Н690, которая была на чести. Я надеюсь, кстати, будет и на других ножах. Будут разные геометрии и так далее, и так далее. Меня это очень воодушевило. И помимо всего прочего, Максим тогда сказал, что будет и Дамастил. Я тогда, в общем-то, согласился. Мне это действительно интересно, потому как мне вообще любые тесты, особенно когда они идут в толковой термообработке, с толковой продуманной эргономикой и так далее, в чем мы с вами смогли убедиться неоднократно уже. Мне любые тесты, они как бы, скажем так, в плюс, потому что я вижу картину все больше и больше, шире, 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 и вы вместе со мной. Но никаких иллюзий или ожиданий на тему Дамастила у меня не было. Почему? Скажем так, продукция компании Дамастил, шведская компания, она, мягко говоря, не дешевая, когда мы касаемся именно Дамастила. В данном случае это Дамастил Оденхейм, слои RVL34 PMC27, RVL34 это, по-моему, 64 единицы, и PMC27 это 63 единицы по Роквеллу. И продукция этой компании по сравнению, например, в качестве сырья, по сравнению с М390, это очень дорого. То есть клиночек, то есть пластиночка М390 это сильно дешево, чем пластиночка Дамастила. Я не в ценах, на самом деле, сколько, что и как стоит, но знаю, что это совершенно разные категории. Посему это не так часто встречается на серийных ножах и не так часто попадает в заточку, в том числе и на кастомах. Но с заточкой Дамаска в целом, в том числе углеродистой, я знаком, скажем так, не понаслышке. И никогда не испытывал особенного пиетета и радости при заточке. Более того, когда это была заточка на рез, скажем так, с каким-то последующим тестированием разного уровня. Поэтому никаких, еще раз говорю, ожиданий более-менее серьезных у меня не было. Однако, что мы здесь видим? 252 реза на сантиметр режущей кромки. 252 реза. В теории от полочника. Почему я, собственно говоря, выстраивал, почему полочник? Потому что один неглупый человек, который намного лучше меня, я полагаю, разбирается в вопросе, когда-то сказал, что Дамаск всегда режет хуже, чем лучшая сталь в его составе, и лучше, чем худшая сталь в его составе. И, в общем-то, именно эта матрица в совокупности с неким заточенным опытом и минимальными тестами, не теми, которые идут по методике, а моими минимальными тестами, оно приводило меня к полному согласию с этим термином. И в тот момент, когда я нарезал Дамастил, как я начал его точить, когда у меня появились первые сомнения по тому, как он набирает остроту, как он грызет канаты, как он вообще работает, в тот момент начал крутиться такой червяк сомнений. А что такое хуже и что такое лучше? Потому что
вы понимаете, да, сейчас мы не можем никак сравнить 252 реза домостила, что это такое. Это единственный пока домостил на канале. Но мы знаем, что внутри находится РВЛ-34, это как бы лучшая сталь, и PMC-27, это как бы худшая сталь. Подчеркиваю, как бы. Но давайте попробуем через РВЛ-34 составить некую сводную таблицу, что мы сейчас имеем. Прямых аналогов РВЛ-34 на канале не так много было. Это CPM-154 и ATS-34. Но даже с ними, я думаю, картина выглядит, мягко говоря, весело. И сказать, что я от этих результатов в шоке, это вообще ничего не сказать. Потому что я ждал, что ножик, условно говоря, как бы, там отрежет сколько-то. Но он отрезал не сколько-то, он отрезал очень достойно. Я сейчас просто покажу вот в общей таблице, как выглядит этот результат. Посмотрите, какие стали там стоят по бокам, условно говоря. А это домостил. Это то, что огромное количество людей, и я в том числе, в большей степени относят к полочникам сразу, сходу. Вот, на. Но по факту это не совсем так. По факту у нас, друзья, открылся огромнейший пласт. Потому что домостил, помимо всего прочего, это разные паттерны, разные рисунки, соответственно, разные слои, как это будет работать. И я надеюсь, с учетом того, что сейчас даже на серийных ножах появляется домостил, я надеюсь, у нас появится больше данных, мы поймем, как это все выглядит. Насколько это действительно является полочником, насколько это действительно является рабочими ножами. Но то, что я вижу сейчас, то, что было на тесте, полочником не является от слова совсем. Полностью. Ну и, наверное, по матрице затупления, можно сказать. Когда я обдумывал этот момент во время теста, после теста, я четко приходил к пониманию, что матрица затупления, в общем-то, конечно же, уступает и М390, и 110. Такой зубастости на рабочей остроте у ножа нет. Но это домостил. Сам тот факт, что он режет достаточно здорово, это, мягко говоря, удивительно. Но да. Это все-таки не М390 и не 110. Чудес не бывает. Хотя 252 реза, может быть, и бывает. Спасибо за просмотр. Пока.